Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Сегодня я вам расскажу, как правильно нужно заваривать турецкий чай. У меня вот такой вот чайник, небольшой, ну, относительно небольшой, где-то, ну, наверное, литр здесь выходит. Мы берем вот такую турецкую заварку, она достаточно-таки недорогая, черного чая. На мой чайник я насыпаю 5 столовых ложек заварки. Сейчас мы его закроем. Тот, который с кипятком будет чайник, он по-турецки называется чайданлык. А тот, который с заваркой будет с чаем, это называется демлик. От меня, как я и обещала, маленький секретик. Все от моего чая просто без ума гости. Они не понимают, в чем дело. Они говорят, ой, как очень вкусно, очень вкусно. А знаете, что я делаю? Я высушиваю мяту. У нас мята в своем огороде у нас растет. Я ее собираю, высушиваю. И где-то 1 столовую ложку я добавляю к этому чаю. Закрываем чайник сухой заварки и ставим нижний кипяток, нижнюю воду, нижний чайник кипятиться. В Турции, когда к вам приходят в гости, вы открываете дверь, обязательно вы должны сказать «Хош гельденес». Они вам ответят в ответ «Хош булдук». Потом обязательно спросите у них «Чай истермисенес» или «Истермисен» – это «хотите» или «хочешь», если близкий друг. У них в Турции чай – это для них что-то очень важное, как для нас вода. Они без чая просто ни дня не живут. У меня один гость один раз выпил 9 турецких чашечек. Я, конечно, обалдела, но в него всего это льется, и они сидят и целыми днями гоняют эти чаи. Ни в коем случае не предложите своему гостю одноразовый пакетик чая. Здесь ни в коем случае это никак не воспринимается. Здесь такой чай категорически не пьют, только заварной. Чаю в Турции обычно ничего не подают. Ну, насколько мы всегда ходили в гости, тебе дают чашечку чая, к ней 2 сахарочка, и для этого достаточно. Ну, как я лично, я всегда люблю печеньки испечь, сама подать гостям, ну, что-то закусить. И мы так привыкли в Туркменистане, что к чаю нам что-то надо закусить. Чай они здесь используют в виде, нужно снять стресс, если им нужно обсудить проблему. Если мужчины встречаются, прежде чем начинать обсуждение проблем или каких-то деловых, они обязательно должны сначала выпить чашки чая. Наш чайник закипел, продолжаем смотреть дальше. Досмотрите видео до конца. В конце видео будет чай заваривать турецкая свекровь, но чайник у нее будет в 2 раза меньше моего. Открываем чайник маленький. Заливаем туда кипяток. Турецкие женщины очень внимательно относятся к сервису в плане еды, в плане чая, подать красивые чашечки, принести на красивом подносе. Здесь у них очень это щепетильный момент. Закрыли крышкой или холодной воды в чайник и поставили дальше кипятиться. Наш заваренный маленький чайник мы оставляем на кипятке, на большом чайнике. Он у нас будет стоять минут 15-20. Он должен хорошо завариться. Чай настоялся 20 минут. Вот наш сервис. Гостю не предлагать кусочки сахара. Ни в коем случае не сахарный песок. Здесь пользуются вот таким сахаром. Кубики сахара. Ставьте сразу сахарницу. С налитым чаем на подносе вы несете гостям. Отдельно предлагаете чай и отдельно подносите сахарницу. Чтобы у вас чай был красивый и чтобы не было никакого мусора, обязательно ставьте ситочку.
Наливаем сначала наш заварной чай. Обязательно спрашивайте у гостя, он хочет крепкий или хочет ачик. Ачик или демли. Ачик — это светлый чай. Если светлый, наливаем 1/3 чефира. Чефир — такое слово некрасивое, но оно так и есть. 1/3 наливаем кипяток. Чайник ставим обратно и не выключаем до того, как уйдут гости. Наш чай готов. Приятного чаепития. Если настоящий турецкий чай от турецкой свекрови. Мы обычно на вот такой маленький чайник она кладет 6 чайных ложек заварки черной. 6 чайных ложек. Заварка. Вам было полезное видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.